Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем учиться программированию на питоне. Сегодня я хочу рассказать о функциях программирования, зачем они нужны, как их создавать и использовать в питоне. Итак, начнем. Что такое функция? Функция — это блок кода, то есть какое-то количество строк кода, которые имеют свое имя, что позволяет их использовать в разных частях программы, вызывая это имя. Рассмотрим на примере. Откроем IDE PyCharm и посмотрим. То есть мы уже в предыдущих видео рассматривали несколько функций Python, которые встроены в его стандартную библиотеку. Например, функция ввода — это input, который принимает какую-то строку. Input тоже является примером функции, которая за нас определили разработчики Python. Мы ее используем, не зная, как она реализована. То есть это позволяет скрыть конкретную реализацию. Второй пример функции — это функция вывода. Аналогично функции input, функции print, мы используем все ее возможности, не зная, как действительно она работает. Третья функция, которая у нас встречалась, это функция range, которая принимает от 1 до 3 параметров и выдает последовательность, начиная с какой-то позиции, с начала до позиции окончания с неким шагом. Аналогично, мы не знаем точно детали, как она реализована. Можем только догадываться. Таким образом, мы можем сами определить подобные функции и в дальнейшем использовать их по такому же назначению. То есть мы можем использовать результат этих функций, не вдаваясь в подробности, что конкретно они делают. Это позволяет уменьшить сложность программ. То есть мы один раз пишем функцию, ее отлаживаем, находим ошибки, покрываем тестами и в дальнейшем используем уже ее как черный ящик, не вдаваясь в конкретную реализацию. Посмотрим на конкретном примере. Для начала у нас, допустим, есть некая программа, которая в нашем случае будет игрой. У нас будет игра, которая будет задумывать некое число, например, от 1 до 10, и нас просить его угадать. Если мы ошибаемся, будет выведена ошибка, вы ошиблись, попробуйте еще раз. Если мы угадали, будет выведено сообщение «Молодец, вы выиграли», и программа завершится. Для начала напишем эту программу без использования каких-либо функций. Например, что нам нужно? Нам нужно число, которое загадает компьютер. То есть, например, создаем переменную number. Далее нам нужно как-то это число получить. То есть мы можем сами написать, например, число 5. Потом далее нам нужно получить число от пользователя, который будет его угадывать. Допустим, назовем его user number. Чтобы его получить, нам нужно вызвать функцию input. Строка приветствия, введите число от 1 до 10. Не забываем, что функция input возвращает строку, поэтому нам нужно преобразовать сразу строку в число. Для этого вызываем функцию int. Далее сравниваем пользовательское число с нашим. Если равно, то пишем так, вы выиграли, молодец. Иначе пишем неверно. Попробуйте еще раз.
Так, в данном случае, если мы выполним такую команду, то пользователь может попробовать угадать число только один раз. То есть запрашивается число от пользователя, он вводит какое-то число, оно сравнивается с пятеркой и пишется одно из двух сообщений. То есть, допустим, выполним. То есть нас просят ввести число, вводим число 3. Неверно, пробуйте еще раз, но при этом программа завершается. Чтобы это работало до момента, когда пользователь угадает, нам нужно добавить цикл. Так как нам надо, чтобы пользователь ввел число хотя бы один раз, независимо от того, угадал он или нет, делаем бесконечный цикл. Не забываем отступ. И в бесконечном цикле надо продумать условия выхода из этого цикла. Условием выхода для нас является то, что пользователь угадал число. То есть в случае, если число угадано, пишем выражение break, которое завершает цикл. В таком случае наша программа будет запрашивать число до момента, пока мы угадаем. Например, 3, 2, 6 и 5. Вы выиграли, молодец, и программа завершается. Последний шаг, который позволит улучшить нашу программу, это функция специальной библиотеки в Python, которая позволяет получать какое-то случайное число в неком диапазоне. То есть что для нас и нужно. То есть по нашему условию у нас диапазон от 1 до 10. Соответственно, нам нужна какая-то функция, которая позволит нам это делать. Для этого есть специальная библиотека, которую надо импортировать. В данном видео я не буду рассказывать подробно про импорт, пока используем этот синтаксис как есть. Библиотека называется random, и данный синтаксис показывает, то есть фактически читаем на английском. Из библиотеки random импортируем функцию рандома, есть разные варианты. Нас интересует randint. Randint как раз возвращает случайное целое число в неком диапазоне. И чтобы использовать эту функцию, надо передать два параметра. Начало и окончание диапазона. От 1 до 10. То есть использование чем-то похоже на функцию range, но особенность является в том, что randint включает окончание диапазона. То есть у нас будут числа от 1 до 10 включительно. Теперь у нас число случайное, и мы действительно, если запустим эту программу, не будем знать, какое число, и нам придется его угадывать. Все, опять же, 5. Пробуем 5. 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8. Угадали. Было задумано число 8. Теперь рассмотрим, как нам в данном случае могут пригодиться функции. Для начала, что такое функция? Это какой-то блок кода, который мы хотим либо переиспользовать, либо скрыть его реализацию. Например, в нашем примере мы хотим скрыть реализацию сообщений о победе, либо о неверном ходе. И, возможно, допустим, в каких-то случаях менять сообщение, не меняя саму логику нашей программы. Для этого определяем функцию. Стоит обратить внимание, что в Python все программы выполняются сверху вниз. То есть с первой строки ниже. И, соответственно, чтобы использовать, например, функцию на какой-то строчке, ее определить надо выше. Чтобы определить функцию, надо написать ключевое слово def. Это от английского definition, то есть определение. Ключевое слово def, дальше название функции. Название функции может быть любым, но оно должно соответствовать правилам для переменных. То есть начинаться с буквы, с маленькой или большой. Далее
буквы, цифры и знаки подчеркивания. И в том числе первым символом может быть еще знак подчеркивания. То есть, например, вот какой-нибудь такой. Допустим, error. Называем error message. Но в нашем случае с подчеркивания не будем называть. Обычно функция начинается с подчеркивания, если это какая-то служебная функция, которая используется для каких-то своих целей. Так. Далее, после имени функции пишем открывающие, закрывающие круглые скобки и двоеточие. Внутри пишем блок кода с отступом. То есть в нашем случае это функция для вывода ошибки. То есть это одна функция. И чтобы ее вызвать, копируем название вместе с круглыми скобками. И выведем, напишем вторую функцию для успешного завершения игры. Напишем success message. Также копируем сообщение с отступом. И в том месте, где мы хотим это использовать, копируем имя функции и круглые скобки. Таким образом, у нас есть две функции, а далее сам код нашей игры. Теперь, если мы хотим заменить тексты, например, хотим «Вы победили». То есть нам достаточно поменять текст сообщения внутри функции, и не надо трогать сам код нашей игры. Чем меньше правок в работающем коде, тем меньше вероятность ошибки. Поэтому это всегда стоит учитывать. Попробуем выполнить и посмотрим, по-прежнему ли все работает. Так, введите число. 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8. Так, опять 8. Так, и видим сообщение «Вы победили, молодец». То есть новое сообщение. Также полезным является, например, вы скрыть реализацию всей нашей игры. К примеру, мы хотим сделать либо несколько игр, либо как-то переиспользовать код игры в другом виде. Для этого заведем функцию для игры, назовем game. И теперь, чтобы ввести весь код игры внутрь функции, достаточно добавить отступ. То есть в PyCharm достаточно выделить и нажать Tab к табуляции. Теперь, если запустить в таком виде, то в программе ничего не произойдет, так как мы определили три функции, но при этом нигде их не вызвали. Пока функция не вызвана, она не работает. Чтобы это все заработало, надо ниже определения функции вызвать ее на выполнение. Также в редакторе теперь можно скрывать реализации конкретной функции, если нас она в данный момент не интересует. Таким образом. Теперь мы видим, что у нас есть три функции: game, success message и error message. И наша игра. Запускаем ее. Пробуем угадать. 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 9. В данном случае число 9. Следующая возможность в функциях – это возможность задавать некие параметры, которые позволяют кастомизировать, то есть
какие-то блоки кода менять в зависимости от каких-то входных условий. Чтобы задать параметры функции, надо передать имя после названия функции внутри круглых скобок. Допустим, мы хотим сделать диапазон не от 1 до 10, а изменяемый. Например, назовем это А и Б. И таким образом мы это можем использовать внутри функции. Теперь мы видим, что вызов функции game нам подчеркивает ошибку, так как мы не используем параметр. То есть если мы задали параметры в имени функции, то мы должны их использовать. Если мы сейчас вызовем нашу программу, то увидим ошибку, что наша функция принимает два обязательных параметра, а по факту не передан ни один. То есть в нашем случае надо передать их. Также, ну, например, не до 10, а до 5. Пишем. Кстати, стоит обратить внимание, что у нас осталось предыдущее сообщение. Введите число от 1 до 10. Чтобы это исправить, надо изменить сам текст в программе. То есть не от 1 до 10, а как мы уже смотрели в прошлый раз, можно сделать вот таким образом. %d, еще раз %d. После окончания строки знак процента и наши параметры А и Б. Так, перезапускаем программу. И теперь видим, что нам предлагается ввести числа от 1 до 5. Вводим 1. Угадали. Пробуем еще раз. 3. Угадали. Число 2. У параметров функции можно задать значение по умолчанию. То есть, если мы зададим такие значения, то нам будет не обязательно при использовании этой функции задавать их каждый раз. То есть, к примеру, мы можем задать, что А по умолчанию это 1, а Б это 10. Тогда, если мы выполним это как выполнено сейчас, то у нас по-прежнему будет от 1 до 5. Теперь же мы можем убрать параметры. Если мы выполним программу, то увидим, что используются параметры по умолчанию, то есть от 1 до 10. Можно задать какой-то из них, например, только А. Тогда будет предложено ввести число от 5 до 10, так как мы переопределили первый параметр и задали его 5. В случае же, если мы хотим переопределить только второй параметр, а первый оставить без изменений, то есть способ, как это сделать по имени этого параметра. Для этого надо ввести b, то есть название параметра, и значение, например, 5. Так, и видим, что пробелы лишние. В таком виде параметры задаются без пробелов. Видим, что нам предлагается ввести теперь диапазон от 1 до 5. То есть пробуем угадать. Все, число 5. Также можно подобным образом вводить параметры в обратном порядке. Например, b равно 5, а a равно 3. То есть можно задать параметры функции в обратном порядке от того, как они определены в названии функции. И видим, что нам предлагается угадать число от 3 до 5. Например, 4.
5, 3. Угадали. Видим, что по-прежнему все работает. Также последним действием можно выделить ввод пользовательского сообщения тоже в отдельную функцию. Тогда вот наши манипуляции с форматом строки и так далее будет скрыто в реализации этой функции. То есть назовем, например, так. Input message, например. Копируем. Так. Так, даже назовем не input message, а get user number. И будем возвращать. У функции есть возможность не только выполнять какой-то блок кода, но и возвращать какое-то значение. То есть это то значение, которое вернется в дальнейшем в коде. Посмотрим на примере. К примеру, поисковое число, пусть будет это также user number. Так. Также не забываем преобразовать это в целое число. Функция getUserNumber также должна принимать диапазон, так как мы его используем при определении пользовательского сообщения. И с помощью ключевого слова return можно вернуть то, что получилось после вызова функции input и преобразования в целое число. И в месте использования нам достаточно просто вызвать функцию getUserNumber, передать диапазон А и Б. И в данном случае внутри функции игры мы уже не видим никаких вызовов функции print на input и так далее. И это значит, что мы можем их переопределить, либо использовать в каком-то другом виде. К примеру, можем сделать графический интерфейс и использовать не функция ввода в консоли, а какой-то другой вид ввода. Также это может быть, к примеру, страничка на веб-сайте, и ввод пользователя будет через форму ввода на сайте. Сразу же проверим, что все по-прежнему работает. Также предлагается ввести число от 3 до 5. 3, 4. Все также работает. И последний шаг, чтобы полностью скрыть реализации, это действительно сделаем функцию input_message. Также диапазон А и Б. Тоже нам надо вернуть и возвращаем такую строку. То есть input_message будет возвращать уже отформатированную строку в зависимости от параметров А и Б. То есть получается, каждая функция, и это в принципе правильно, должна выполнять какую-то одну задачу. То есть, к примеру, функция getUserNumber, она вызывает функцию ввода input с какой-то строкой, которую мы получаем с помощью другой функции input_message. То есть сама функция getUserNumber, она не знает, каким образом формируется эта строка ввода. Функция же формирования строки ввода, наша забота только отформатировать правильно эту строку. Аналогично про код игры. То есть в коде игры мы опять же не смотрим, как получить данные, как их вывести.
есть нас заботит только сама логика игры. Сегодня я рассмотрел основные способы использования функций, примеры их применения, задания параметров, обязательных, произвольных, именованных и так далее. Пробуйте написать функции сами, придумать какие-то интересные примеры, игры и так далее. В следующем видео я расскажу, как использовать классы, зачем они нужны и что это вообще такое. И начнем окунаться в объектно-ориентированное программирование. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока!